Он женился на бездомной женщине даже вопреки желанию своей семьи. Когда он потерял все, и семья отвергла его, он понял, что только его жена была рядом с ним, когда он больше всего нуждался в поддержке. Стивен шел по улицам после важной встречи со своими инвесторами. День был солнечным и приятным, поэтому он решил насладиться погодой и немного развеяться. Прогуливаясь по главной аллее, молодой человек увидел справа от себя небольшой парк и решил прогуляться там. Он чувствовал свежий ветерок и запах цветов, которые начинали распускаться весной. Прогуливаясь по аллеям парка, Стивен заметил молодую женщину, которая сидела на скамейке рядом с клумбой роз и смотрела на озеро. Она выглядела грустной и одинокой, но было в ней что-то такое, что привлекло его внимание. Девушка, которую звали Луиза, была погружена в свои мысли и перебирала пальцами лепестки красной розы. Мужчина медленно приблизился, не решаясь прервать ее размышления, но в этот момент подул легкий ветерок, отчего цветок вылетел из ее рук и упал к ногам Стивена. «Я думаю, это твое», — сказал он, беря розу и протягивая ее девушке с нежной улыбкой. Она подняла глаза, удивленная добротой незнакомца, и застенчиво поблагодарила его. «Ах, спасибо вам. Я не ожидала встретить кого-то доброго посреди этого хаотичного города». Молодого человека привлекли честность Луизы и ее глубокий взгляд, поэтому он сел рядом с ней на скамейку и завел разговор. «Да, мир действительно жесток, не так ли? А что привело вас в этот прекрасный парк?» Женщина на мгновение заколебалась, но что-то в искреннем выражении лица мужчины заставило ее открыться. «Для меня это убежище. Здесь я могу на мгновение забыть о своей жизни и о том, через что мне приходится проходить каждый день». Стивен был удивлен откровенностью человека, который явно жил на улице. Условия ее жизни были не из приятных, у нее были грустные глаза, и она не могла скрыть своего горя. «Я сожалею о вашей ситуации. Я никогда не мог себе представить, как тяжело должно быть так жить», — сказал мужчина. Луиза посмотрела в глаза этого человека и поняла, что он действительно заботится о ней. Она грустно улыбнулась и продолжила. «Это сложно. Но, я думаю, важно никогда не забывать, что все может наладиться, и продолжать двигаться вперед». Он был тронут силой и стойкостью Луизы и, нежно коснувшись ее руки, сказал: «Я тоже верю, что все может наладиться. Возможно, однажды мечта каждого осуществится. Спасибо вам за ваши добрые слова. Редко можно встретить кого-то, кто с пониманием относится к чувствам незнакомца». С того дня они стали часто встречаться на одной и той же скамейке в парке. Они говорили обо всем, от историй из своей жизни до надежд и мечтаний. Молодой человек все больше и больше очаровывался девушкой, понимая, что, несмотря на все, что ей пришлось пережить, в ней был внутренний свет, который сильно привлекал его. Он был хорошим человеком, но из-за того, что много работал, ему было очень одиноко. Луиза, несмотря на то, что была простым человеком, была лучшей компанией, чем многие из окружающих его людей, а ее ум и харизма заставляли его испытывать к ней определенную привязанность, которой он никогда раньше не испытывал. Так они стали подбираться все ближе и ближе, и в один дождливый день Стивен пришел в парк поздно и запыхавшийся, думая, что Луизы там нет из-за той грозы. Однако, к его удивлению, она была там, сидела на скамейке, насквозь промокшая, смотрела на озеро и ждала его. «Вы действительно пришли в такой дождь?» — спросил он с бешено бьющимся сердцем. Бездомная женщина улыбнулась и ответила: «Конечно. Вы собирались прийти, но не нашли бы меня, а я не могла этого допустить». Он почувствовал, как его сердце разрывается от радости.
Он сел рядом с ней и снял пальто, плотно укутав ее, так как она дрожала от холода. «Спасибо», — немного смущенно сказала девушка, в то время как молодой человек смотрел на нее добрым и страстным взглядом. Луиза попыталась скрыть свою застенчивость, сменив тему «Итак, как прошел твой день на работе?» Но прежде чем она смогла продолжить, он прервал ее нежным, страстным поцелуем. Женщина была озадачена, а Стивен, смутившись, начал извиняться. «Боже мой, прости меня». Однако девушка положила руку ему на лицо и тоже поцеловала его. Дождь продолжал лить, но это уже не имело значения. Они нашли друг друга, и там, на этой простой парковой скамейке, завязались отношения, наполненные любовью, привязанностью и надеждой, которые привели их к тому, что они вместе столкнулись с трудностями, которые жизнь уготовила им обоим. Мужчина радовался своей новой жизни рядом с Луизой. Он поселил ее в своем роскошном доме и помог ей купить одежду и все необходимое, сделав ее еще красивее, чем она была до этого. Они часами разговаривали и веселились вместе, как будто были созданы друг для друга. Они глубоко любили друг друга, и у них были уникальные отношения. Бывшая бездомная девушка помогала поддерживать порядок в доме, пока молодой человек работал в своей компании. Когда он приехал, еда была уже горячей, и ее можно было отведать. В доме всегда было чисто и приятно пахло, и Стивен заметил, как много сил она вложила в то, чтобы сделать их дом уютным и счастливым местом. Он чувствовал благодарность и всю большую любовь к женщине, которая появилась в его жизни. Однако семья бизнесмена была недовольна этой ситуацией. Оказывается, Стивен происходил из семьи среднего класса. У него были родители, Кристофер и Маргарет, и сестра Габриэла. На самом деле, Кристофер и Маргарет были его дядей и тетей, но молодой человек считал их своими родителями, поскольку его настоящие родители умерли, когда он был еще ребенком, а Габриэла, его двоюродная сестра, была ему как родная. Несмотря на то, что Кристофер и Маргарет очень заботились о них, они никогда не были особенно добры к мальчику. Они считали его обузой, и мальчик рос, слушая такие слова. «Этот ребенок обошелся нам слишком дорого. Моя несчастная сестра умерла и оставила этого мальчика на мое попечение». Эти слова опечалили маленького мальчика, но его дядя и тетя были его единственной семьей, и ему больше некуда было идти. Окончив среднюю школу, Стивен поступил в инженерный колледж. Там молодой человек и его друг разработали инновационный проект — систему искусственного интеллекта, направленную на оптимизацию использования энергии в домах и на промышленных предприятиях. Они вложили деньги в эту идею и вместе основали технологическую компанию, которая в конечном итоге принесла им обоим состояние. Успешный молодой человек обеспечил своим родителям и сестре жизнь, полную роскоши и привилегий, но они были гордыми и не знали, как распорядиться богатством. Они потратили все на лишние вещи и едва поблагодарили бизнесмена, который продолжал относиться к ним как к членам семьи. Когда они узнали о его отношениях с бездомной женщиной, они были возмущены и всегда говорили что-то вроде «Разве ты не видишь, что этой девушке нужны только твои деньги? Ты с ума сошел? Как ты посмел даже поцеловать такую дрянь, как она?» С презрением расспрашивала Габриэла, и Маргарет неодобрительно качала головой, соглашаясь с дочерью. Отношение его семьи к Луизе только укрепляло его решимость доказать, что их любовь была настоящей и что она ему подходила. Жизнь молодого человека стала лучше, чем когда-либо. Теперь дома его каждый день ждала особенная женщина, и это делало его счастливым. Отношения с девушкой по-новому осветили его жизнь. Она была скромной, доброй и преданной, и ее не волновало, сколько у него денег.
Луиза искренне заботилась о его благополучии и его компании, чего богатый человек не чувствовал от своих родителей и сестры. Шли месяцы, а Кристофер, Маргарет и Габриэла все еще были недовольны отношениями и присутствием этой женщины. «Я не могу поверить, что ты привел в свой дом нищенку. Она недостойна жить с тобой. Она бездомная, Стивен. Она отброс общества. Проснись», — сказал Кристофер с выражением отвращения на лице. «Это позор для нашей семьи, что ты с таким человеком. Что подумают люди?» — спросил отец, обеспокоенный ее внешним видом. «Ты не имеешь права так говорить о моей девушке. Она лучший человек. Она никогда бы никому не причинила вреда. Это мне стыдно за то, что ты так себя ведешь. Похоже, ты не помнишь, через какие трудности нам пришлось пройти. Мы не родились богатыми. Разве ты этого не помнишь?» Защищал Стивен. И вот спустя некоторое время Стивен понял, что пришло время сделать важный шаг в их отношениях. Он запланировал романтический вечер с ужином при свечах, а затем сделал предложение. Радость в глазах Луизы была неоспоримой, и она согласилась с широкой улыбкой на лице. С сердцем, полным счастья, молодой человек пригласил свою семью на свадьбу, которая должна была состояться в офисе ЗАГСа. Однако, как и ожидалось, реакция его родителей и сестры была негативной. «Ты действительно думаешь, что я пойду на твою свадьбу с этой отвратительным попрошайкой?» — оскорбленно спросила мать. «Свадьба будет испорчена, если она будет там. Как ты мог этого хотеть?» — фыркнула Габриэла, не скрывая своего презрения. «Сынок, тебе следует жениться на богатой, на той, кто тебя достоин, а не на отвратительной нищенке», — добавил отец, демонстрируя свое неодобрение. Бизнесмен был глубоко разочарован, но не удивлен, и ответил: «Я думал, что вы моя семья, что вы будете рады за меня. Но если вы не хотите быть рядом со мной в этот очень важный момент, это нормально. Я собираюсь жениться на женщине, которую люблю, и это самое главное». Луизе было грустно видеть их неодобрение, и она даже сказала жениху, что понимает их реакцию. В конце концов, это ненормально, когда кто-то женится на бездомной женщине. Мужчина, однако, нежно обнял ее за плечи и утешил свою возлюбленную. «Любимая, ты самый замечательный человек, которого я когда-либо встречал, и я люблю тебя, несмотря ни на что. Мне не безразлично, что думают другие. Никто не изменит моего мнения о тебе. Мы будем вместе и будем счастливы, потому что это то, чего мы оба хотим». Затем они поцеловались, подтверждая свои обязательства друг перед другом. И так прошло время. Стивен и Луиза поженились даже без присутствия его семьи и продолжали строить совместную жизнь, основанную на любви и уважении, которые они испытывали друг к другу. Тем не менее, жизнь пары, казалось, складывалась замечательно. К сожалению, они и представить себе не могли, что их постигнет такое несчастье. Технологическая компания, которую Стивен создал вместе со своим партнером, просто исчезла. Его друг предал его доверие и украл проект по созданию искусственного интеллекта, который они разрабатывали вместе. Стивен был опустошен, а вместе с ним исчезло и его состояние. В это трудное время единственным человеком, который был рядом с ним, была его жена. Она утешала его и говорила, что будет с ним, несмотря ни на что. Однако новость о банкротстве молодого человека быстро дошла до его семьи. Маргарет, Кристофер и Габриэла, видя, что они больше не получат от молодого человека никаких денег, решили действовать. Воспользовавшись ситуацией, все трое отправились в дом супругов, когда те были в отъезде, и без всяких угрызений совести украли все, что там было. Они забрали серебро, драгоценности, постельное белье, фарфор и все, что принадлежало Стивену. Они ничего не оставили после себя, какую бы боль это ни причинило паре. В конце того дня
Расстроенные тем, что не смогли вернуть себе право собственности на свою компанию, мужчина и его жена вернулись домой, не зная, что их ждет. Когда они открыли дверь, то обнаружили, что дом совершенно пуст. Луиза не могла поверить своим глазам и заплакала. Муж с глазами полными слез обнял жену и сказал: «Я не могу поверить, что они сделали это с нами». Девушка, хотя и продолжала плакать, ответила: «Не волнуйся, любимая, мы выберемся из этого, вот увидишь». Они обнялись посреди пустоты, в которую превратился их дом, и поклялись, что вместе они восстановят свою жизнь. Этот момент боли и грусти еще больше укрепил любовь между супругами, показав, что взаимная поддержка была тем, что действительно имело значение в тот момент. Прошло несколько дней с тех пор, как Стивена и Луизу ограбила их же собственная семья. Они несколько раз пытались связаться с ними, но после каждого звонка все трое бросали трубку. Отчаявшись, Стивен решил отправиться в дом своих родителей. Однако, как только они добрались туда, мать молодого человека встретила их с презрением. «Что вы здесь делаете? У нас ничего для вас нет». Сын со слезами на глазах ответил: «Пожалуйста, мама, нам просто нужно где-то остановиться, даже если это ненадолго». Вмешался Кристофер, полный презрения. «У меня здесь нет места для вас двоих, особенно в таком доме. Тебе следовало подумать об этом до того, как ты потерял все». «Боже мой, папа!» — возмущенно проворчал он. «Ты украл все, что у меня было, и я даже не прошу ничего вернуть. Мне просто нужно место, где мы могли бы остановиться с женой, чтобы начать нашу жизнь заново». Но этот человек сказал то, что глубоко ранило сердце этого молодого человека. «Я не твой отец, малыш. Ты нам никогда не был нужен. Ты — обуза и всегда был таким. А теперь убирайся отсюда. У тебя уже есть тот, кто имеет опыт попрошайничества. Возможно, тебе стоит поучиться у нее». Молодой человек был ошеломлен. Луиза в ужасе схватила мужа за руку и потянула его за собой. «Пойдем, любимый. Они не твоя семья, и они нам не нужны». Оказавшись дома, она попыталась утешить его, сказав, что они вместе все преодолеют. В конце концов, она уже была бездомной и знала, что у них, по крайней мере, есть крыша над головой. Она также сказала, что постарается найти работу и будет приносить деньги домой. Мужчина еще больше влюбился в нее, видя ее решимость. Затем они решили заняться поисками работы, чтобы прокормить себя. Но вот-вот должен был произойти поворот. Однажды женщина проверяла свой мобильный телефон, когда получила неожиданное уведомление. Криптовалюта, которую она купила за несколько центов много лет назад, выросла в геометрической прогрессии. Не веря своим глазам, она посмотрела на баланс на платформе и поняла, что у нее $3 миллиона. «Стивен!» — она закричала, широко раскрыв глаза. «Ты не поверишь!» Он подбежал к ней встревоженный. Луиза показала ему свой телефон, и мужчина с трудом поверил своим глазам. «Мы богаты», — сказала жена дрожащим от волнения голосом. Стивен обнял ее, все еще не веря своим глазам и очень взволнованный. «Боже мой, любимая, это невероятно!» Оказывается, жизнь Луизы была полна испытаний и страданий. Она была не просто бездомной. Она была единственным ребенком в семье скромных родителей, которые уже умерли. Поэтому ей всегда приходилось бороться за лучшую жизнь. Умная и трудолюбивая, она получила стипендию в известном университете, где специализировалась на экономике. После получения диплома девушка начала работать в банке, где познакомилась со своим первым мужем, обаятельным и успешным мужчиной по имени Джимми. У них родился маленький сын, и они были очень счастливы. Однако жизнь молодой женщины распалась, когда ее брак закончился трагедией. Джимми был вовлечен в незаконную деятельность, и когда его поймали, он взял своего маленького сына,
посадил его в машину и скрылся, оставив жену, так как думал, что она заплатит за его преступление. Раскрытие его причастности к преступлению запятнало репутацию Луизы, и в итоге она потеряла работу и чуть не попала в тюрьму. Она потратила все, что у нее было, чтобы доказать, что не имеет никакого отношения к преступлению своего мужа, и осталась банкротом. Кроме того, никто не хотел брать жену преступника на работу, поэтому девушка больше не могла найти работу. Однако ее психическое здоровье было уже не в лучшем состоянии, поскольку она не могла смириться с тем фактом, что этот негодяй увез ее сына неизвестно куда. Она никогда бы не подумала, что понесет такую невосполнимую потерю. Потратив все силы на поиски своего малыша, женщина обнаружила, что Джимми и мальчик стали жертвами автомобильной аварии, которая унесла их жизни. Бедная мать потеряла свой мир. Полностью опустошенная и лишенная поддержки семьи и друзей, она была вынуждена жить на улице. В то время, когда она работала в банке, она уже приобрела несколько десятков биткоинов у малоизвестной компании. Однако из-за всех проблем, с которыми она столкнулась, девушка, в конце концов, забыла об этом приобретении. В первую годовщину смерти своего сына молодая мать решила сорвать красную розу в саду парка, чтобы почтить его память. Она села на скамейку и задумчиво смотрела на озеро, и так она познакомилась с Стивеном. Теперь, когда финансовый вопрос был решен, у пары появился шанс наладить свою совместную жизнь, показав, что даже перед лицом невзгод любовь и решимость одержали верх. Они основали консалтинговую компанию в области технологий и финансов, воспользовавшись знаниями Стивена как инженера и Луизы как экономиста. Компания быстро стала успешной, обеспечив им благополучную и счастливую жизнь. Тем временем у бывшей семьи молодого человека, которая украла все, что у них было, вскоре, как и ожидалось, возникли финансовые трудности. Без финансовой поддержки бизнесмена они не смогли поддерживать свой роскошный образ жизни и вскоре поняли, насколько ценным был для них молодой человек. И поскольку они были совершенно разорены, они отправились в дом пары, чтобы попросить о поддержке. Маргарет заговорила, стараясь, чтобы в ее голосе звучало раскаяние. «Сын мой, мы пришли сюда, чтобы извиниться. Мы были ужасны по отношению к тебе и Луизе. И теперь мы понимаем, насколько ты важен для нас. Да, сынок, мы совершаем ошибки, но ведь все люди совершают ошибки. И теперь нам нужна помощь. Не мог бы ты дать нам, скажем, около 100 тысяч?» — продолжил Кристофер. Однако Стивен подошел и холодно посмотрел на них. И со всей ненавистью в сердце он ответил: «Я не ваш сын, убирайтесь отсюда». Все трое не верили своим ушам и даже пытались спорить, но ничего не могли поделать. Они знали, что отношения, которые у них были, никогда не восстановятся, и мальчик больше не примет их в свою жизнь. Они уехали, и пара больше никогда их не видела. Вскоре после этого Луиза обнаружила, что беременна. Она и ее муж были вне себя от радости. Когда родился ребенок, они почувствовали себя счастливыми, получив еще один шанс жить и создавать семью вместе. Бывшая бездомная женщина никогда не забывала о своем первенце, но она знала, что он навсегда останется в ее сердце. И вместе со Стивеном она была полна решимости стать самой лучшей матерью для малыша. Они создали любящую и дружную семью и показали, что не имеет значения, в каком ты положении, главное — это любовь. Дорогие зрители, а вы бы простили родителей на месте Стивена? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.